Друзья, всем привет! Гамарджоба! Сегодня будем готовить хачапури. Будем готовить пхлавани. Это такой вид хачапури с эмеретинским сыром и с множеством, в общем, много-много зелени. Это может быть шпинат, это может быть свекольные листья, это может быть крапива. Я буду сегодня готовить со свекольными листьями. Поехали! Начинаем, конечно, с теста. У меня здесь 300 мл теплой воды, 11 грамм сухих дрожжей, чайная ложка сахара, чайная ложка соли, растительное масло. У меня здесь 40 мл растительного масла, добавляю где-то половину. И 500 грамм муки. Замешиваем тесто. Друзья, вот так замесили тесто, вот такой оно консистенции. И на этом этапе добавляем оставшееся растительное масло. И хорошо вмешиваем его в тесто, окончательно замешиваем. Все, друзья, наше тесто готово. Такое оно замечательное у нас получилось. Теперь отправляю его обратно в миску. Накрываем пленкой, крышкой и отправляем в теплое место, пока будем заниматься начинкой. Минут на 20-30. А пока наше тесто подходит, как я уже сказала, займемся начинкой. У меня здесь свекольные листья, 300 грамм. Будем их мелко нарезать. Листья нарезали. Теперь сыр. У меня эмеретинский сыр. Он довольно мягкий, мы вполне можем с ним справиться просто руками. Если у вас там, где вы живете, эмеретинский сыр вам недоступен, хотя, в принципе, он уже получился распространение за пределами Грузии, наверное, можно использовать адыгейский или сулугуни. Нам недавно грузины сказали, что использовать сулугуни в хачапури — это испортить и сулугуни, и хачапури. К моему большому удивлению. Как легко мы справляемся с эмеретинским сыром. Все, размяли сыр и начинаю добавлять свекольные листья. Добавила всю зелень, и теперь нам надо это дело посолить, потому что сыр у меня не соленый. Соль добавлять по своему вкусу. Начинка готова, я ее взвесила. Общий вес начинки у меня получился ровно 800 грамм. Теперь мне надо разделить ее на 3 равных части, это 266 грамм. Друзья, наша начинка готова. Сформировала вот такие 3 шарика. Нам так удобнее будет формировать наш хачапури. Идем за тестом. Ну что, друзья, наше тесто подошло. Смотрите, какая красота. И теперь нам нужно его также разделить на 3 равные части. Итак, общий вес теста у нас получается примерно такой же, как общий вес начинки. 875 грамм. И делим на 3 части. Ну что, вот поделили тесто на 3 равные части. Вот эти пускай у нас дальше отдыхают. Положим их в целлофанчик. Заветрились. И убираем в сторонку. А с этим будем работать. Вообще, я хочу сказать, это прям у нас получается идеальная пропорция теста к начинке. Чуть-чуть ее раскроем. Достаточно. Берем наш замечательный шарик свекольный и собираем
такой вот как бы хинкаль. Делаю я это на пергаменте для удобства, потом его сразу просто перенесем на противень. И, кстати говоря, духовка у меня уже разогревается до 250 градусов. Все. И начинаем разминать. Как вы видите, все это прекрасно делается руками, не надо никаких скалок. Ну, с другой стороны, если вам удобнее это делать с подручными инструментами, пожалуйста. Так, ну вот так сформировали хачапури. Если у вас появляются какие-то дырочки, это ничего страшного, это вполне нормально. Мы даже сейчас еще одну добавим на всякий случай. Да, чтобы выходил пар, чтобы она не лопалась. Ну, тут сделаем. Все. Перекладываем хачапури на противень. Все, и отправляем в духовку, как я уже сказала, 250 градусов до готовности, до румяности хачапури. Смотрите, какая красота! Ой, какой аромат стоит, друзья! Какой он сочный у нас! Так, первый хачапур готов. И пока он горячий, смазываем сливочным маслом. Чуть-чуть остыл наш хачапури, сил ждать уже просто нет, поэтому давайте его разрежем, посмотрим, что у нас получилось. Смотрите, друзья, какая красота, какой он сочный. Много начинки, ой, невероятно, мягкий, место тонкое, начинки много. Пробовать будем позже, слишком горячо. Я люблю хачапури есть с соусом сацебели, обязательно приготовим. Ну что, все получилось, Андрей? Ага. Ну что, друзья, наш хачапури пхлавани готов. Невероятная красота, невероятная вкуснота, я это точно знаю. Поэтому очень рекомендую вам приготовить по этому рецепту, вы точно останетесь довольны. Ну а мы с вами пока прощаемся. До новых встреч, до новых вкусных рецептов. Пока-пока!